Всех приветствую. Записываем, как всегда, обновление обзора криптовалют. Посмотрим, что у нас изменилось на биткоине и других альткоинах. Также затронем индекс доллара и рубль. По биткоину со вчерашнего прогноза, вчера у нас было 30-е. После вчерашнего прогноза дали прострел наверх, продлили дивергенцию и получили импульс вниз. Сейчас лучше, конечно же, не торговать, кто держит валюту, держать, но входить сейчас опасно. Потому что хоть и получили мы хорошие тени наверх, но сменили тренд, обновили лой, и для того, чтобы продолжить движение наверх, нужно обновить хаи, хотя бы на часовике. Пока этого не сделано, тренд локально у нас будет нисходящим. К тому же вышли объемы, получили такой своеобразный заходной импульс вниз. Есть большая вероятность, что движение вниз продолжится. К тому же это совпадает со вчерашним прогнозом, то что это может быть движение АБЦ, вот его расчетная зона, как раз из нее мы и получили движение вниз. И здесь нужно быть внимательным. Вполне вероятно, пойдем вниз. Смотрим эфириум. По эфириуму такая же ситуация. В расчетной зоне волны С мы получили импульс вниз, хоть и есть откупные тени, но мы пока не обновили хаи, но обновили лои. А это значит движение вниз в приоритете. Тренд локально вниз. По Риплу аналогичная ситуация. Мы не задели пик волны 1, поэтому разволновка также актуальна, но коррекция в волне, предполагаемой волне 4, может быть продолжена. Кто держит, держите, но в лонг сейчас вставать опасно. По Аде очень похоже на Ripple, также не задели волну 1, но пролились вниз и обновили лои. Это также значит, что нисходящее движение в приоритете. Пока стоит подождать. Dash. Такая же история. Вчера говорил о дивергенции. Она отработала. Сходили вниз. Сейчас стоит посмотреть пока на это все со стороны. Очень похоже, что продолжим движение вниз. По Polkadot пришли в расчетную зону, как раз таки разворотную, от которой предыдущие монеты развернулись, но, получив импульс буквально в прошлом часу, пока вниз еще не ушли. Есть здесь дивергенция, и пока также в лонги вставать опасно. Можем, как и по предыдущим монетам, пойти вниз. BNB из расчетной зоны волны С в рамках волны D пошли вниз. Откупные тени есть, но, как и говорил по предыдущим монетам, пока стоит понаблюдать, так как движение вниз может быть продолжено. Сейчас лонговать, если вы до этого не входили в монету, наверное, не стоит. В любом случае решать только вам. Litecoin. Аналогичная ситуация. В зоне волны С получили импульс вниз. С большой вероятностью продолжим движение вниз. Так как здесь был дивер, лои обновлены, хаи посмотрим, какие будут. Что у нас по рублю? По рублю также продолжается коррекция в отмеченной зоне. Ничего нового. Пока все в рамках прогноза. Индекс доллара. Индекс доллара дал импульс вниз. Это дает надежду для биткоина, что он пойдет наверх, но на более крупных таймфреймах это стоит наблюдать. Здесь также пока все в рамках прогноза. Отмеченная зона посещена. Можем ходить вплоть до верхней границы, это будет нормально. И пока здесь торгуемся, вполне вероятен разворот вниз. Посмотрим несколько монет из комментариев. Сперва Кава. На месяце у нас восходящий тренд. На недельках пока также идем наверх. На дневках уже есть сигнал на разворот вниз. Индикатор все ниже и ниже. Цена пока идет наверх. Тени получаем высокие, не дают идти наверх. Даже сейчас забросили цену вверх и получаем пока что сегодня красную свечу вниз. Глянем на 4 часах. Что у нас здесь? Здесь что можно посмотреть? Можно построить канал. Примерно нижняя граница у нас здесь. За нее, если уходит, то сразу же откупается наверх. И на верхней границе также откупается вниз. Если следовать ему, то мы сейчас в середине. Максимум, думаю, что здесь можно в этой монете получить в ближайшее время, это поход наверх и дальше разворот вниз. Почему так? Потому что здесь уже была дивергенция. Здесь пониженные объемы. Вполне вероятно, что вот в последнем импульсе
1, 2, 3, 4, и вот здесь у нас 5 будет, если смотреть по структуре. В этом случае расчетная зона этой волны, пятой, как раз таки будет совпадать с гранью канала. И думаю, примерно вот такое мы должны увидеть. Дальше посмотрим Qtum. Так, у меня здесь уже по нему была какая-то разволновка. Видимо, недавно смотрел, я уж не помню. Так, все идет у нас по графику. Пришли в расчетную зону. И здесь получили, видимо, волну 5. Но, видимо, еще пока не получили. Скорее всего, еще один запрос дадим. Давайте посмотрим у нас, что в последнем импульсе получаем. Ну, вот здесь и дивергенция, и снижение объемов, и откупные хвосты, и в зону расчетную пришли. Все как и планировали. Что у нас здесь по структуре? Очень похоже, что здесь была волна 1, 2. Сейчас завершаем 3, 4, 5. Вот что-то подобное можно здесь еще увидеть, думаю. Расчетная зона у нас вот где, поэтому пока мы здесь находимся, все нормально, все в рамках прогноза. И здесь велика вероятность разворота вниз на четвертую волну по Qtum. Смотрим Ethereum Classic еще. Так, у нас здесь тоже уже разволновка была. Сейчас мы находимся в четвертой волне. И куда у нас все это должно прийти? Ну, в пятерку мы еще не сходили. Поэтому все, что здесь можно, это переставить чуть-чуть в сторону разволновку. И мы сейчас торгуемся в четверке. Расчетная зона у нас также актуальна. Вот сюда мы должны дойти. Затем четверка, еще одна пятерка, потом еще четверка. Если все пойдет по прогнозу, то с текущих уровней примерно процентов 20-25 хотя бы должны дать, если все правильно. На этом все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите в комментариях монеты, которые хотите, чтобы я посмотрел, да и вообще свои мысли по криптовалюте, куда пойдет рынок, когда будет разворот. Удачной торговли и счастливо!